Мгм. Запись пошла. Сегодня у нас 25 марта. Людмила, расскажите нам, почему вы к нам обратились? Обратилась, и это самое. Я, значит, освобождалась у Павла с Моной. Вот, все было замечательно, но потом я в этих вот медитациях участвовала с Еленой. Вот, и ну, и после них вот как бы хочу освободиться, потому что потом все началось очень плохо после этого. После Павла и Моны как бы просто был такой период метаболизации очень небольшой, и потом сразу я вот это, ну, вот туда, Мгм. вот. Мгм. Хорошо. Мгм. Так, ну, в принципе, ваши аспектики я получил. Вот. Коротко, все понятно. Основная ваша цель – это освободиться, да? Да, основная цель освободиться, да, я, ну, очень мне это нужно. Я пытаюсь все это сделать сама, но оно почему-то, ну, не получается. Вот. Что-нибудь еще по аспектам нужно сказать? У меня все есть, Все поэтому, наверное, есть. можно начинать работать. Начинать работать. Хорошо. Хорошо. Отключите, пожалуйста, микрофон, и мы начнем. Мгм. Не отключили. Простите, пожалуйста, я так, Не сейчас, волнуйтесь. извините. Все, отлично. Отлично. Вика, ты готова? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Вика, что ты видишь, где ты находишься? Я в эфирном пространстве. Так, проверь, не мешает ли нам кто-нибудь. И что-нибудь. Как всегда. Мгм. Как будто бы дорожная служба Так. показывает. Те туда, те сюда, те держат палку с этой ширмой. Ага. И тоже, как всегда, вот считывается сразу конструкция. То есть идет такая картинка, что заготовки, Да. а потом просто как на конвейере вставляются туда, в эти конструкции, вот, эфирные тела людей. То есть уже люди сами вставляются в готовые конструкции. Все конструкции одинаковые, вот целый ряд. Угу. Вот. Все до автоматизма. Понятно. Так, давай на счет 3 в эфирном пространстве найди эфирное тело Людмилы. 1, 2, 3. Ну вот она стоит,
выглядит какая-то вот эта конструкция. Сейчас она считывается как инкубатор. А ее энергосфера похожа на яйцо. То есть толщина снизу. И вот эта конструкция, вот подписание контракта, вот этот шлейф идет в сектор колдовства. Над головой, вот как крышка, вот это яйцо как будто бы держит. Вот, идет эта информация, считывается как инкубатор. Мгм. Так. Воздействие идет какого-то с портала? Ну, я это все, на это все смотрю. То есть мое подсознание построило автоматическую колбу Отлично. стеклянную, и оно находится там это внутри. Эти все штуки. Но я смотрю, вокруг меня все чисто. Вокруг тебя все чисто тоже. Эта колба, она вот такая круглая, и вот эти подключки, которые идут для отката от эфирного тела Людмилы, все на месте. Оно как бы в стеклянной колбе. Мгм. Хорошо. Так, спроси Людмилу, видит ли она, что происходит в ее пространстве, и осознает ли она это. Да, она видит. Я вижу, что ее рука, правая рука, она как гиря огромная. Так. В секторе подписания контрактов. Мгм. Так. Хочет она избавиться от этого контракта? Я вижу, что она находится как будто бы в яйце с такими паутинами. И она буквально вот раздвигает эти паутины, чтобы меня увидеть, посмотреть. Мгм. Я вижу, что у нее почему-то глаза как бы выделяются на фоне ее лица. Они вот так как-то. Я спрашиваю у нее, что с ее глазами. Они как у улитки так вот выдвинулись. Мгм. Она говорит гибридизация. Так. Я говорю, что происходит в ее пространстве, пусть она мне покажет. Я вижу, что в ее энергосфере выращивается рептилия маленькая. Она вот так трещит как-то. Ну, звуки такие издает этот детеныш. Мгм. Как-то трещит вот так. Мгм. Хорошо. Считай ее эфирное ДНК. Она ли это? Это она находится внутри этого, как будто бы там точно яйцо, как будто бы она посажена внутри яйца огромного. Или она такая маленькая. Мгм. А, Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. да, она разрешает. И я вижу, что это глаза ее, я видела, это от испуга и от ужаса. Я вижу, что она как бы выращивает это существо. Мгм. Оно похоже вот что-то, какой-то мутант, рептилия, что ли, то ли.
Оно меняет форму. То оно рептилия, то оно динозавр. Сейчас я вижу, что это какой-то инсектоид, который буквально вот так вот эту слюни вот этими лапками. Мгм. Хорошо. Я говорю, что это ее пространство, и она может сейчас просто выйти с этого яйца. Я вижу, что она из него выходит, с этой конструкции. Я говорю, что вот, чтобы она подняла вибрации. Вот, она выходит. Я замораживаю эту конструкцию, но ее рука вот так вот тянется вниз. Этот контракт ее тянет. Мгм. Спроси ее, хочет ли она его расторгнуть. Да, она хочет его расторгнуть. Пытается вырвать руку оттуда. Ну, и мне считывается информация, что главная цель медитации – это выращивать, то есть эти беременности. Мгм. Эфирные беременности. Мгм. Хорошо. Она может расторгнуть этот контракт. Она спрашивает, как. Я говорю, она что, забыла, как это делается? Пусть она покажет, как он был ею подписан. Она мне показывает, что она садится в позу, ну, как будто бы в кресло садится. Ее рука, она вот так вот сидит, откинулась на кресло, ее рука вот так, как будто бы какая-то энергия продолжается, продолжает ее руку. И идет установка, что она полностью раскрывается и совсем все соглашается. Она говорит, идет на подсознательном уровне внушение, что она сосуд, который примет все, что в него нальют. М. И я вижу эту матку, которая в секторе подписания контрактов, и она буквально как будто бы влияет, ну, вливает какое-то молоко. Мгм. И так осторожно, осторожно это делает, чтобы не разбудить бдительность, чтобы не разбудить внутренний критик, внутреннего критика, чтобы рациональная часть не включилась и не отторгла это воздействие. Мгм. И она, вот эта белая рука, которая прозрачная, которая как будто бы продолжение ее руки, и я вижу, что это номинальное подписание контракта, то есть это мошенничество. Точно такое же мошенничество, как со стороны Елены, потому что она осведомлена о том, что медитации, групповые медитации используют только люди, у которых нечестные планы по отношению к своим клиентам, которые создают намеренно эгрегор, собирают энергию, и вопрос, кому они ее отдают, потому что одному человеку столько энергии от стольких людей не нужна. Да. То есть можно сказать, что Елена ответственна за каждого из тех людей, которые пришли. Она фактически, я вижу, что
приносит их в жертву. Потому что на самом деле контракт с этой тварью заключила сама Елена Гилио. Мгм. И согласилась переподключать всех, кто к ней будет приходить на сеансы и на медитации. Но также я вижу, что со стороны этих тварей точно же происходит мошенничество, потому что они задним числом тоже подписывают, то есть используют эти механизмы как бы задним числом. Мгм. Понятно. Хорошо. Скажи Людмиле, что она может отменить свое участие в этой медитации. Я вижу, что она встает, она как будто бы привязана была к этому креслу какими-то черными жгутами. Она встает, она не хочет отменять, она хочет расторгнуть этот контракт. Она встает из этого кресла и пишет, что она расторгает контракт. Хорошо. И эта муха, кто это такой, эта матка, она сразу ее отбрасывает. Людмила сильно увеличивается в размере. Я вижу, что она берет эту всю конструкцию и отдает Елене в руки. Мгм. И я вижу, что Елена оказывается в середине этого яйца, и к ней подключаются вот эти все подключки, чтобы она выращивала этого динозаврика или кто это такой, какое-то чудище. Мгм. Я вижу, что Людмила снимает с головы эту крышку и одевает эту крышку, эту конструкцию на голову, ну, на Елену. Мгм. Она это соединяется. Я вижу, что она заходит в лабораторию Мгм. и буквально своей рукой забирает свою эфирную часть души, то есть эту копию ДНК. Я говорю, чтобы она пропустила сквозь фильтр и пропустила в себя только то, что соответствует ее истинному чистому ДНК, а все чужеродные вкрапления пусть уходят туда, откуда они пришли, к тем, кто это его поставил. Я вижу, что ответственность идет на саму Елену, потому что даже вот в этой ситуации вот эти генетические черные, ну, генетические изменения, вот эти черные энергии, они с этой лаборатории переходят на нее. Мгм. Я говорю сейчас, что Людмила может наполнить, пусть она сейчас это отодвинет от себя, всю эту конструкцию. И я говорю, что мы тоже можем сейчас все заморозить, потому что вот этот черный шар, он вот так вот вышел с нее и вот так остановился. Мгм. Я говорю, что она может сейчас попросить свое подсознание пробудить свою генетическую память, убрать все программы, мешающие пробуждению ее памяти, чтобы она вернулась по временной линии в то время, когда она жила в свободной Вселенной, когда у нашей Вселенной была абсолютная гармония. Чтобы она наполнилась этой своей энергией. Да, она попадает в такое пространство, правильно выбирает маршрут. Я говорю, чтобы она наполняла все свое
эфирное пространство, свое тело, чтобы она этими высокими вибрациями наполнила все аспекты ее души, ее всех, ее рациональную часть, физическое тело, эфирные тела, восстановила свой естественный первозданный генетический код и взяла эту энергию как эталон. Но когда она это берет, ее оттуда выбрасывает как будто бы. Она опять появилась здесь, вся как горит, как будто бы вот эти фрактальные энергии, они в виде горящих цветов произрастают. Я говорю, что сейчас она может взять эти все энергии, которые были подключены к ней, снять с них эфирное ДНК, копию сделать копию из тех высочайших первозданных энергий гармонии и чистоты, соединить все вместе и создать программу антивирус, программу иммунитет на эти энергии, на эти программы. Она это сделала. Я говорю, что она может считать ДНК этой новой энергии, иммунитет. Сделать себе как программу, которая будет включаться при первых же попытках какого-нибудь воздействия от подобных энергий, чтобы ее естественный, выработанный ею иммунитет включался и защищал ее автоматически. Она эту программу себе поставила. Показала, как это работает. Сейчас я говорю, чтобы она распространила эту энергию, иммунитет, антивирус на это зло, таким образом, чтобы сейчас она выталкивала все воздействия, все подключки по системе этих программирований, по системе этих гипнотических воздействий, программ, чтобы она все отправляла туда, откуда оно пришло, вместе с этой антивирусной программой. И пусть эта антивирусная программа работает таким образом, что каждый, кто подключен к подобным энергиям во Вселенной, будет принимать эту антивирусную программу и естественным образом моментально будет как бы открывать глаза, видеть и чувствовать и понимать, что происходит. И таким образом вся Вселенная наполнится вот этими энергиями естественного сопротивления этим энергиям черной магии, технократии и этих энергий антимира. Я говорю, чтобы она одновременно приказывала, чтобы все виновники вторжения в ее пространство забирали все эти энергии и программы себе и удалялись туда, откуда они пришли. И чтобы она выталкивала это все. Я вижу, как она просто выталкивает это вот пространство, и оно уходит. Я говорю, чтобы она готовилась и одновременно все выталкивала, приказывала, чтобы они это все забирали, пусть Елена себе все забирает. И делает с этим, что она хочет. И также, чтобы Людмила сразу же восстанавливала целостность всех своих энергетических структур, очищалось все свое эфирное и физическое ДНК от гибридизации любого рода человеческих и других существ, и излечила свою энергетическую систему
максимально приближаясь к тому эталону естественной энергии жизни, которую она достала из своей генетической памяти. Я говорю, чтобы она готовилась, и на счет 3 она все это сделала и отправила все эти энергии негативные, воздействия программы в портал и закрыла портал. Мгм. Пусть Людмила готовится, и на счет 3 она все это сделает. 1, 2, 3. Да, она это сделала. Портал закрывается. Все уходит в сектор интерферентов. Сейчас я говорю, чтобы она своими высокочастотными энергиями наполнила все свое внутреннее пространство, внешнее, распространила информацию о враге и о иммунитете во всей Вселенной, распространила максимально эти высочайшие энергии жизни и гармонии на все сферы своей жизни. Я говорю, что она может наполнить этими энергиями все, что ей принадлежит, все сферы ее жизни, ее любимые дела, работа, ее материальные вещи, любимые животные и люди. Пусть она всем передаст эту информацию о своем освобождении. Мгм. Сейчас я вижу, что она поднимается, как какая-то птица. Птица не светлая. Я спрашиваю, что такое? У нее как будто бы стоит программа перед ней. Я Какая? говорю, откуда? Вот какой-то птицы, как будто бы черная птица, похожая на ястреба. И я вижу, что это идет в сектор колдовства. Мгм. Это как трафарет, который ее закрывает. И программа стоит. Так, хорошо. Давай на счет 3. Пусть появится тот, кто установил ей эту программу. 1, 2, 3. Я вижу, что это связано с родовым проклятием, и это связано именно с этими энергиями, на которые притянулась, то есть она освободилась, но вот этот энергетический блок, который был прописан где-то очень глубоко в ее генетике, Мгм. вот это родовая порча, потому что я вижу, что в секторе колдовства и магии находится какой-то колдун или колдунья, и воздействует на родовое древо. Я вижу, что мне приходит, что это собирательный образ ее рода в лице ее самой, смотрит на этот момент с каким-то просто ужасом. Я говорю, что она пусть покажет ту ситуацию, что произошло. Мгм. Пусть покажет эту ситуацию. Я вижу, что какая-то женщина, и я слышу мать. Очень темная женщина, она колдует, и я вижу такой дом, как будто бы такой длинный дом, какой-то как деревянный, дерево сделанный. И это вечер, там свет горит внутри, там семья внутри. А эта женщина ходит и колдует вокруг дома. Ну, как будто бы черной какой-то петлей. Вот она сделала вот этот дом как в петлю.
И она это сделала, и она колдует. И у нее с рук как будто бы эта птица вылетает. Мгм. И я слышу слова этого заклинания, там говорится какие-то слова, черный ворон выклюет, что-то такое, глаза. И сейчас я вижу, почему у нее в начале сеанса вот глаза как-то так, как будто бы вышли из орбит. Это программа прописана. Мгм. И на эту программу именно как магнитом притянулась вот эта энергия Елены. Ну, не Елены энергия, а та энергия, которой подключилась Елена и начала подключать своих клиентов. Мгм. А это из-за этой программы на физическом уровне проблемы со зрением? Да, потому что она звучит выклевать глаза. Это было, я вижу, как бы 200 лет назад приблизительно. Мгм. Ну, я цифру 200 вижу. Мгм. Хорошо. Так. А где в этой ситуации сама Людмила? Она мне показывает, что она находится ниже в воплощении была, а потом после этого. И она по роду приняла эту программу. Ее в то время не было воплощенной. Мгм. Хорошо. Так. Что тогда пусть покажет этой женщине, которая колдует, эту всю ситуацию, к чему ее колдовство привело. Я вижу, что Людмила подошла к этой женщине, и у Людмилы такие глаза, как будто у нее глаза, как у улитки на таких палочках. Мгм. И она рассказала всю информацию. Я вижу, как эта женщина изменила эту всю ситуацию. Мгм. И она побежала и всю эту энергию в обратном порядке всю забрала и ушла в сектор интерферентов. То есть эта энергия, которую она использовала, энергию интерферентов, она ушла туда, откуда пришло. И сейчас Людмила взяла, как будто бы струсила вот так вот этот пояс, который символизирует ее родовое древо. И с этого пояса я вижу, как выпали два глаза. Мгм. И они как на таких палочках держатся к этой одной точке, где было это сделано, это колдовство. И я говорю, что она может, вот оно пропадает. Я говорю, что Людмила может насытить все свое генетическое древо, родовое древо, энергии первозданной чистоты, здоровья, гармонии, молодости, возрождения и свободы. И Энергия жизни. исправить все жизни, да, это энергия жизни, и исправить все изъяны в генетическом коде ее рода. Мгм. Я вижу, как эта энергия как будто бы пробегает несколько раз вокруг ее талии.
Сейчас я говорю, и род соединился с первоисточником. Ее вот этот пояс, который здесь находится на третьей чакре, он как-то соединился с первоисточником, что я вижу, что она запустила этот процесс возрождения рода. Я говорю, что сейчас Людмила может позвать весь свой род по всем коленам и передать эту информацию об освобождении рода и об очищении рода человеческого, ее рода. Я вижу, что это выглядит так, что она стоит, у нее какой-то костюм, национальный костюм, красивый, как будто бы из шерсти соткан, разноцветные, где-то холодный регион. И она раздает своему роду как воду с ручья чистого. Мгм. И они берут и поднимаются вот к первоисточнику в тот свет. Мгм. Да, она это сделала. Сейчас я говорю, чтобы Людмила посмотрела, что ей еще мешает быть абсолютно свободной. Если в ее энергосистеме какие-то блоки, программы, которые мешают ей быть свободной. Есть ли программы на самоуничтожение еще? Она говорит, что это была самая первая программа, на которую потом накапливались другие. Мгм. Я говорю, что она сейчас может просканировать все свое тело и убрать все энергетические блоки, чувство вины, страхи, чувство нелюбви к себе, блокировку подсознания, все, что блокирует ее естественной коммуникации между всеми ее частями духовного и физического плана, чтобы она все это убрала. Я говорю, ее подсознание знает и умеет все, и она может это сделать. Она Мгм. отрезает какие-то энергии, программы с разных частей своего тела. Я говорю, чтобы она сразу наполняла пустующие места энергией жизни. Мгм. Она собирает эти энергии как в коробку, отсекает от себя, выбрасывает в портал. Сжигается все. Мгм. Сейчас она оборачивается ко мне спиной, и я вижу, что у нее какой-то шлейф тянется в сектор интерферента. Так, что это за шлейф? Кто на другом конце? Вот она берет эту подключку и как-то тянет ее почему-то. Шлейф такой идет энергетический. Мгм. Я приказываю существу или энергии, или программе встать на нашем рабочем столе на счет 3 и показаться во всей красе. На счет 3 это существо или энергия встанет на нашем рабочем столе. 1, 2, 3. Я вижу, что эта сущность похожа на домового. Мгм. Это низкоастральная сущность. У нее нет подключки к конкретному месту, но она как-то привязана к энергосфере. Не то, что привязана, ну вот энергетически как-то вот идет этот шлейф. Мгм. И я вижу, что это
астральная сущность, она вот любит прятаться под кроватью. Я спрашиваю его, кто он такой. Он себя называет гномом, гном. Я говорю, где он взялся в пространстве Людмилы. И он показывает открытый портал. Я говорю, что Людмила его не звала. И приказывает, чтобы он зашел в тот портал и убрался с ее пространства навсегда. И он открывает эту дверцу и уходит. Я говорю, чтобы Людмила отсекала этот шлейф, отправляла это все в портал, туда, откуда оно пришло. Она это сделала, и оно как-то улетело вот так по спирали вниз. Я говорю, чтобы она стерла всю информацию со всех информационных полей о присутствии всех негативных энергий в ее пространстве. Сейчас я говорю, что она может пойти в тот момент, когда она решила посетить впервые медитацию и отменить этот момент. Никогда в ее жизни этого не было. Мгм. Да, и я вижу, как оно стирается с информационных полей, исчезает просто. Отлично. Сейчас она выглядит с крыльями, то есть как свободный человек. Мгм. Хорошо. Так, давай тут пару моментов еще посмотрим. У Людмилы была удалена щитовидная железа. Она хочет, чтобы выросла новая, здоровая. Я говорю, что Людмиле, что ее вселенная принадлежит ей. Она рождена в этой вселенной, и что ее подсознание знает то место, где она может зайти, место, где энергии восстановления и регенерации и физического тела. Но сначала я говорю, чтобы она проверила эфирное ДНК, как обстоит дело с ее щитовидной железой на уровне ее энергетики, ее программ. Все ли там хорошо? Она говорит, нет. У нее как будто бы удалили эту железу на эфирном плане. Я говорю, чтобы она наполнила все свое эфирное тело и физическое вот этими витальными энергиями жизни, восстановила целостность всех своих энергетических структур, соотнесла с идеалом этих энергий жизни, восстановила программы жизнеобеспечения на уровне программ. Да, она это сделала. А сейчас я говорю, чтобы она пошла в то пространство, в то время она знает, когда у нее все тела эфирные, физическое, гармонично развивались в соответствии друг с другом. Я говорю, что она может вырастить там свою щитовидную железу. Мгм. И чтобы она мне показала, как она это делает. Пусть покажет. Ну, это похоже на какие-то технические приспособления, как будто бы она зашла в какую-то камеру. Там в этой камере как будто бы произошло такое сканирование.
А после этого я вижу, что буквально как будто бы вот как бабочка такое плоское, вот эта железа, она как бы откуда-то вот с эфирного пространства сначала такая прозрачная, а потом сгущается и попала, как раз материализовалась на физическом плане. И она ее приняла. Я говорю, эта новая железа соответствует ее эфирному ДНК, чтобы она ее проверила. Да, она говорит, да. Я говорю, что процесс пошел. Она подтверждает, что да. Угу. Отлично. Постепенно он будет проявляться на физике. Да. Хорошо. Отлично. Идем дальше. Такое желание. Людмила хочет убрать все то, что мешает встретить родственную душу. Ну, я ее спрашиваю, что ей мешает встретить родственную душу. Она мне показывает какой-то черный шарик в сердечной чакре и говорит блок. Но я говорю Людмиле, чтобы она показала мне, когда впервые появился этот блок и что это за блок. А я слышу блок безразличия. Я говорю, когда он впервые появился в ней, чтобы она показала этот момент. Но я вижу в ее внутриутробно. Мгм. Я вижу ее мама беременна, большой срок беременности. Мама что-то делает, работает. И долгое время вообще не обращает внимания на дочку. Она внутри. Она очень хочет внимания. Она хочет пообщаться с мамой. Она хочет, чтобы мама положила руку, почувствовать эту энергию. Мгм. Она хочет, чтобы папа это сделал, но этого нет. И получается такой как бы обида. Вот эта энергия безразличия, она это воспринимает как черная туча, как будто бы. У нее про такие мысли появляются. Я никому не нужна. Вот мысли об одиночестве, и что она никому не нужна. И вот этот блок одиночества. Вот этот блок, что мир к ней безразличен. И я ее спрашиваю, видит ли она, как вот эта детская травма еще до рождения, какой блок поставила ей. Она говорит, видит. Я говорю, что она может изменить эту ситуацию любым хорошим образом для себя. Я говорю, что она может повысить вибрации, она может постучать маме там пяточкой, кулачками, попросить, чтобы мама ее обратила внимание. Мама же не знает, что она ждет внимания. Нужно сказать, попросить, пообщаться с мамой. Также я говорю, что она может этот блок, если она хочет, просто еще раз вернуться в этот момент и прожить его, чтобы
она прочувствовала все эти чувства до такой меры, что они просто покинут ее пространство, они просто выгорят. И выгорит этот блок. Но ей больше нравится первый вариант. Мгм. Она обращает внимание на себя. Ну, это очень, на самом деле, полезная практика. Ну вот, друзья, например, забыли, что у тебя день рождения. Напомни им. Эй, дорогие, у меня сегодня день рождения. Продолжаю принимать поздравления и подарки. И все, и никаких обид. Она пишет письмо, как будто бы маме. Но не папе. Мама обращает на нее внимание, она стучит так. И в эфирном пространстве она берет на руки малышку и ее обнимает, целует. И вот этот блок выкатывается и катится в сектор интерферентов. Я говорю, чтобы она его, все это пространство пустующее сейчас наполнила высокими вибрациями чистой жизненной энергии, восстановила целостность всех своих психических структур. Я вижу, как у нее моментально вот этот блок ушел, засияла, вот в сердечной чакре свет пошел. Я говорю, чтобы она сейчас распространила этот свет по всем своим телам, чтобы она сейчас попросила прощения у себя и простила себя за все те моменты, когда она была недовольна собой, когда она создавала какие-то блоки, которые ей вредили. Она сейчас может это все проработать, убрать все эти блоки, программы, простить себя, примириться сама с собой, помириться с мамой, с папой, помириться с всем миром, потому что на самом деле Вселенная ни от кого не отдаляется. Отдаляются только люди от нее, от всех этих благ Вселенной, от любви, от защиты, от благодати, от жизни. Вселенная никуда не девается, она всегда здесь. А вот человек или оборачивается от нее спиной или поворачивается к ней своим лицом. Она повернулась символически к Вселенной и обнимается с ней. Я говорю, что она сейчас может себя почувствовать единым целым, фрактальной частью единой прекрасной гармоничной Вселенной. Той Вселенной, где всем всего хватает, и достатка, и добра, и любви, и для каждого есть его родственная душа. Она это примиряется, и я вижу, что она как будто бы своей родственной душой обнимается. Есть там где-то рядом, да? Ну, конечно, есть. Она свободна, никто ей не мешает. Самый главный враг – это внутри каждого из нас. Нужно разрешить себе быть счастливым, любимым. Нужно разрешить себе взять то, сколько можешь взять, потому что Вселенная изобильна. Все, что нужно во Вселенной, если оно гармонично с задачами Вселенной, если оно идет на благо всеобщее и благо себя, то все эти планы сбываются. Отлично. Так, и последнее, что хотела сделать Людмила, это передать информацию о своем освобождении своей сестры Натальи. Я говорю, что она может передать. Она передает Наталье информацию. Также у нее вибрации очень повысились. Я говорю, что сейчас она может эту информацию о тех открытиях, о той новой энергии,
о своем освобождении оставить в открытом доступе, чтобы ее легко могли считать все, кто хочет освободиться, а также тот человек, родственная душа, который ищет ее для создания гармоничных любовных отношений, семьи, рождения прекрасных, чистых детей. Мгм. Да, она это сделала. Мгм. Хорошо. Спроси у Людмилы, есть еще что-нибудь, что ей мешает? Она говорит нет. Мы все сделали на этом сеансе, что должны были сделать для нее? На этом сеансе, да, мы отсоединили ей, то есть помогли ей освободиться. Но я вижу, что у нее есть еще внутренние какие-то блоки и программы. Я говорю, что она сейчас может запустить, потому что этот процесс освобождения психических проблем, блоков и программ, это за один день не решается, но она сейчас может поставить себе задачу, что ее все энергетические, эфирные и психические тела освобождаются от всех тех энергий и программ, которые мешают ей быть абсолютно красивой, здоровой, счастливой. Мгм. Убрать все блоки, которые мешают ей коммуникации между подсознанием и сознанием. Запустить процесс омоложения, оздоровления, поставить вот этот эталон этих чистых вибраций, энергии жизни и стремиться к ним, чтобы ее физическое тело настроилось на эти вибрации и пришло в гармонию в соответствии с этими энергиями жизни. Да, сейчас я вижу, что она это делает, включается Тор. Я вижу, что эти энергии, вот энергии проходят правильно, все хорошо. Вообще-то у нее, она должна как бы больше верить в себя и ставить цель. То есть цель – личная свобода, духовная свобода, здоровье, красота, осознанность, и тогда эта цель приведет ее только к правильным решениям в жизни. Мгм. Хорошо. Спроси у Людмилы, мы можем завершить работу для нее? Да, она говорит, да. Сейчас я вижу у нее крылья. Она нас благодарит. Она свободна. Хорошо. Тогда давай прощаться с ней. Мгм. Проверяй пространство вокруг себя. Все ли чисто? Да. Хорошо. Тогда будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей. Ты будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Включайте микрофон, Людмила. Вика, как себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Людмила, расскажите, что-то чувствовали? Да, спасибо вам большое. Я так долго к этому шла, просто вы себе не представляете. Это был очень трудный и интересный путь. Но все самое интересное еще впереди. Вот. Все самое Это замечательное. точно. Это Ставьте точно. цели и вперед. Да. Мгм. Чувствовала, что чувствовала, очень жарко стало, и вот до сих пор у меня вот все красное. Здесь вот, когда вы про щитовидную железу говорили, я прям почувствовала, что там что-то такое, знаете, прям
что-то появилось, мне показалось. Неужели действительно можно вот так вот взять и новый орган вырастить? Можно ведь, правда? Я всегда знала, что можно. Я искала какие-то пути, какие-то, все читала, что-то там себе аффирмации какие-то делала, что она там вырастает. Но, видите, пока ни разу не помогло, да. Но теперь поможет. Кстати, возьмет и вырастет новое. Это же бывает же Вы такое. вы нам позвоните и расскажете об этом. Да, покажу. Мгм. Хорошо. 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 Да, Людмила, спасибо скажите, вам большое. пожалуйста, можно опубликовать ваши видео? Да, конечно. А зачем? Да, конечно, можно. Да-да-да. Лицо можно оставить Пожалуйста. открытым? Да, можно оставить открытым, да. Мгм. Хорошо, спасибо. Вика, спасибо вам большое, Вика. Спасибо от Пожалуйста. чистого сердца. До свидания. Все, До до свидания. свидания. До До свидания. свидания. Спасибо. До свидания.